Вы находитесь в США как турист, студент или подались на грин-карту и хотите здесь остаться легально. Конечно, это возможно. Что такое смена статуса? Как подать на смену статуса внутри США, не выезжая из страны, не рискуя депортацией и сделать все легально? Об этом нам сегодня расскажет лицензированный юрист Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Тогда начнем с главного. Что такое adjustment of status? Adjustment of status – это довольно специфическая процедура, которая регулируется американским миграционным законом об иммиграции и натурализации, конкретно пунктом 245. И я надеюсь, что ссылочку на этот параграф мы поставим в описании. Это процедура, которой во многих странах нет. Давайте рассмотрим, откуда она взялась. Значит, когда-то исторически в Соединенные Штаты нельзя было приехать, будучи не иммигрантом, и превратиться в иммигранта на территории Соединенных Штатов. То есть все, кто приезжал в Соединенные Штаты по какой-то неиммиграционной визе, они должны были выехать, получить иммиграционную визу за пределами Соединенных Штатов и вернуться назад. И вот в определенный момент иммиграционная служба осознала, что единственным бенефициаром такой политики являются авиакомпании. Они водят людей туда-сюда и берут с них за это хорошие деньги. И иммиграционная служба тоже решила поучаствовать, пролоббировала введение такого закона, который предусматривал такую процедуру adjustment of status, который позволял людям менять статус без выезда из страны, находясь на территории Соединенных Штатов. Adjustment of status – это вот процедура, заменяющая выезд из страны и возвращение назад в иммиграционном статусе и регулирующаяся 245-й секцией иммиграционного закона. Очень важно понимать, что adjustment of status нельзя сделать просто так, то есть нельзя просто вот взять и подать заявку на adjustment of status, потому что вам этого сегодня захотелось. Подать на adjustment of status можно только если вы подходите под определенную иммиграционную категорию и, соответственно, имеете право подавать на adjustment of status, то есть ваше нынешнее состояние позволяет вам это сделать. Значит, например, вы можете претендовать на adjustment of status, если вы выиграли лотерею Green Card, находитесь в Соединенных Штатах законно, вот можно подавать на adjustment of status в соответствии с номером выигрыша и в соответствии с приоритетными датами, которые принимаются вот по номеру выигрыша в текущий нынешний месяц. Также, если вы заключаете брак с гражданином Соединенных Штатов, если вы законно въехали в США по визе или через процедуру пароля, вы можете подать на adjustment of status на основании брака с гражданином Соединенных Штатов. Также, возможно, если вы получили по какой-то связанной с трудовой деятельностью категории либо одобрение, либо можете подавать заявку на adjustment of status, например, по первой EB-1 иммиграционной категории, не дожидаясь одобрения. Вот эти заявки тоже принимаются и рассматриваются. Но если каких-то причин претендовать на иммиграцию у вас нет, у вас либо нет одобренной иммиграционной визы, либо вы не можете подать по категории, которая дозволяет одновременную подачу документов и на иммиграционную визу, и на adjustment of status, то тогда процедура adjustment of status вам недоступна. Предвосхищая вопрос от многих зрителей и слушателей, на adjustment of status можно подать только если вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Человек, находящийся за пределами Соединенных Штатов, на adjustment of status по определению подать не может, нужно находиться территориально здесь. А если человек находится в Америке, например, по туристической визе, то есть ли у него возможность остаться в США, подать на грин-карту, подать на adjustment of status? Ну, важно начать с того, что прежде всего въезжать на территорию Соединенных Штатов по туристической визе можно только если у вас действительно есть намерение не иммиграционное, то есть вы намереваетесь вернуться на родину. Если, например, находясь на территории Соединенных Штатов, вы влюбились в гражданина Соединенных Штатов, вы, въезжая, не собирались этого делать или не собирались, во всяком случае, связывать с ним свою судьбу, с ним или с ней, и вот так случилось, то да, безусловно, закон дозволяет подать на грин-карту в такой ситуации. Возможно, что-то еще произошло. Возможно, находясь на территории Соединенных Штатов, вы узнали о том, что вам вручают Нобелевскую премию. Возможно, на этом основании вы можете подать документы на грин-карт по категории EB-1, который позволяет, во всяком случае, на настоящий момент времени подать одновременно заявку и на иммиграционную визу, и на adjustment of status. Но для этого нужно обладать соответствующими квалификациями, подходить под эту иммиграционную категорию и, естественно,
Важно показывать, что вот в момент въезда вы не намеревались этого делать, но потом возникли какие-то обстоятельства. И здесь важно помнить об одном правиле, это так называемое правило 90 дней. Если, скажем так, вы подали на adjustment of status до истечения 90 дней после въезда в страну по неиммиграционной визе, то иммиграционная служба может заподозрить, что все-таки в момент въезда у вас были иммиграционные намерения и может предъявить этот факт вам как доказательство обмана с вашей стороны. И вам придется доказывать обратное. Поэтому очень важно держаться, так сказать, в рамках, не подавать на adjustment of status раньше, чем через 90 дней после приезда в страну во избежание подобных к вам претензий. Скажите, пожалуйста, а что такое одновременная подача или concurrent filing и в каких случаях она может работать? Вот как мы только что обсуждали, определенные миграционные категории дозволяют подать на adjustment of status, не получив еще решение по иммиграционной визе. И вот именно это называется concurrent filing. Обычно это наиболее распространенный такой случай, как подача документов через брак с гражданином Соединенных Штатов. Если иностранец, находясь на территории Соединенных Штатов, заключает брак с гражданином, то такая подача дозволяет одновременно подавать документы на иммиграционную визу через петицию I-130 и на adjustment of status через петицию I-485 одновременно. Это значит, что еще не решив вопрос о том, насколько вообще ваш брак является реальным, а это проверяется в ходе рассмотрения таких петиций, государство разрешает такому заявителю подать заявку на adjustment of status и, что очень важно, в силу подачи заявки на adjustment of status законно находиться на территории Соединенных Штатов, а также при подаче заявки на adjustment of status заявитель может получить право на работу и даже такой документ, как адванс-пароль, который позволяет выехать из Америки и вернуться назад. Однако, если потом в результате проверок выяснится, что петиция иммиграционная не подлежит одобрению по каким-то причинам, то тогда все эти бенефиты отменяются, и заявка на adjustment of status также отклоняется. А как можно получить вот это разрешение на выезд из Америки и на въезд? Для получения этого разрешения заполняется специальная форма I-131. Она заполняется и подается вместе с заявкой на иммиграционную петицию и заявкой на смену статуса. И если в результате рассмотрения миграционная служба считает, что данный заявитель подходит под критерии, по которым одобряется эта форма, то тогда выдается документ, позволяющий выехать из Америки и вернуться назад. Раз уж вы задали вопрос, сразу замечу, это очень важно, что существует такое правило, если заявитель подал заявку на adjustment of status, а потом выехал из Америки, не получив адванс-пароль, его заявка на adjustment of status автоматически закрывается. То есть вам автоматически будет отказано, и даже мне известен как минимум один случай, клиентка обратилась за консультацией, когда уже была выдана грин-карта по ошибке в результате такого выезда и возвращения назад, а потом пришел клиентке нотис о том, что грин-карту отзывают, поскольку грин-карта выдана по ошибке, это не был наш клиент изначально, она пришла с таким вопросом, что не отзывают грин-карт, поскольку до получения грин-карт она выехала из Соединенных Штатов в Канаду и вернулась назад по паролю. Офицер пропустил ее, ей очень повезло, но пароль не был подан заранее до выезда, а был предоставлен прямо на границе, поскольку девушке удалось уговорить офицера ее пустить для продолжения заявки на adjustment of status. В таких случаях грин-карт даже можно потерять, поэтому очень важно запомнить, что ни в коем случае не получится подать заявку на adjustment of status, подать заявку на адванс-пароль и уехать, и подождать получения этого самого адванс-пароля за рубежом. И выезжать только после получения одобрения на адванс-пароль. А когда можно начинать работать в Америке после подачи adjustment of status? И можно ли вообще? Да, безусловно. Как я уже упоминала, при подаче заявки на adjustment of status заявитель имеет право подать заявку на employment authorization document, то есть на право на работу. И после одобрения права на работу заявителю приходит карточка такая синенькая, и там написаны сроки, в течение которого эта карточка действительно. С этой карточкой, с этим правом на работу нужно получить номер социального страхования, Social Security, если у вас его еще нет. При предыдущей президентской администрации эти карточки высылались автоматически заявителям на дом.
Нынешняя президентская администрация изменила эту практику. Сейчас очень часто эти номера автоматически не приходят, и нужно с этой карточкой право на работу, а также с паспортом обращаться в администрацию Social Security, запрашивать номер социального страхования, и уже вот после получения этого номера вы точно можете легально работать. А какие вообще документы нужны для подачи на Adjustment of Status? Прежде всего, для подачи на Adjustment of Status нужно сдать какую-либо заявку на иммиграционную визу, например, 130-ю петицию или 140-ю петицию, или, например, если вы выиграли лотерею, то документ о том, что вы выиграли лотерею, если вы подаете на Adjustment of Status на основании того, что вы получили политическое убежище, соответственно, документ о том, что вам было предоставлено политическое убежище, соответствующие документы, устанавливающие вообще вашу способность и ваше право подать на Adjustment of Status, должны быть приложены, а также нужны базовые документы. Всегда и всем для подачи на Adjustment of Status необходимо предъявить свое свидетельство о рождении, предоставить копию свидетельства о рождении. Это очень важно, поскольку иммиграция в Америку регулируется в зависимости от страны происхождения заявителя. Возможно, наши зрители слышали, что для представителей определенных стран, таких как Индия, Мексика, Китай, из которых много людей приезжает в Америку, есть ограничения. Часто они не могут подать на Adjustment of Status вот в те сроки, в которые подают люди из других стран, поэтому очень важно предъявить свидетельство о рождении, устанавливающее, в какой стране вы родились. Также важно предъявить документы, согласно которым вы въехали в страну, то есть ваш паспорт, вашу визу. При въезде в страну выдается сейчас такая виртуальная карточка I-94, вот эту вот форму I-94 желательно приложить. А также очень важно приложить документы о медобследовании, форма 693, в которой доктор освидетельствует, что у вас нет определенного рода заразных заболеваний, также свидетельствует о тех прививках, которые у вас есть, подтверждает, что вы подходите под иммиграцию в Америку, не подлежите запретам на въезд по каким-то причинам, связанным с вашим здоровьем. Вот это вот базовые основные документы. В случае, если ваша иммиграционная категория требует доказательств того, что вы не станете обузой государству, нужно подавать Affidavit of Support, форму 864, в которой спонсор подписывает свои обязательства, что будет брать вас на свое обеспечение, также прикладывать налоги к этой форме и прикладывать доказательства текущего дохода спонсора. Вот это вот основные такие базовые моменты, которые в каждой заявке на Adjustment of Status должны быть учтены. А я напомню нашим зрителям и слушателям, что если вам необходима юридическая консультация, вы можете обратиться непосредственно к Татьяне Аристовой и получить юридический совет, потому что то, что мы здесь обсуждаем, это не является юридическим советом, это в образовательных целях мы рассказываем, как обстоят дела. У Татьяны Аристовой более чем 25 лет опыт работы, лицензия в 2 штатах, и она может представлять ваши интересы, легальные интересы и готовить любые документы на иммиграционные и на неиммиграционные, любые визы. Поэтому обращайтесь, ссылка на сайт и номер телефона Татьяны будет в описании под этим роликом. А кроме того, компания, которую я представляю, visanow.ai, мы помогаем в сборе и организации документов, поэтому мы тоже будем рады помочь вам на вашем пути в обретении нового дома. Возвращаясь к Adjustment of Status, как вы можете оценить сроки процесса и может быть, стоимость смены статуса? Ну, смотрите, по срокам во многом все варьируется от того форума, в котором будет рассматриваться эта заявка. То есть, если, например, вы подаете заявку по браку, то она рассматривается в местном офисе иммиграционной службы. И здесь сроки варьируются, например, от 2 примерно лет в Нью-Йорке или в Калифорнии, в городах, в которых очень-очень много иммигрантов, до меньше, чем 1 года в других локациях, где иммигрантов меньше. Например, вот у нас в Филадельфии меньше года занимает получение грин-карт по браку обычно. Значит, далее есть случаи, когда грин-карт рассматривается в сервис-центре, например, в кейсах, связанных с оформлением грин-карт через трудовые визы. Сервис-центры тоже занимают разное время, от 1 до 2 лет. Например, Калифорния занимает подольше, до 2 лет может рассматриваться заявка на Adjustment of Status. Другие сервис-центры могут занять год или даже меньше, 7-8 месяцев, но редко это бывает меньше, чем вот полгода. Также очень важно понимать, что если человек по какой-то причине оказался в процедуре депортации
и получал когда-то вызов в иммиграционный суд. Или, не дай бог, уже получил приказ о депортации, order of removal в иммиграционном суде. Во всех этих случаях заявку на adjustment of status в иммиграционную службу такой человек подавать не может. И даже если по ошибке эта заявка будет иммиграционной службой принята, то потом она должна быть отклонена. И такой человек должен, если у него нет приказа о депортации, то подавать свою заявку на adjustment of status в иммиграционный суд. А в случае, если у него уже есть приказ о депортации, то ему нужно ходатайствовать о снятии такого приказа о депортации. Поэтому стоит понимать, что заполнение заявки на adjustment of status – это очень сложная, юридически сложная процедура. Там нужно учитывать много нюансов. И неправильное заполнение документов может привести не только к тому, что заявку отклонят, что горько, обидно и даже вот дорого. Сейчас мы поговорим о сборах. Тем не менее, самое главное неприятное последствие, которое может последовать, состоит в том, что человека могут передать в процедуру депортации в иммиграционный суд, и тогда его расходы и неприятности многократно увеличиваются. Поэтому не стоит пытаться делать это через каких-то посредников, не имеющих юридического образования. И, в принципе, я не советую пытаться делать это самостоятельно тоже, поскольку человек может, сам того не зная, испортить свою миграционную биографию и создать себе множество проблем. Такие заявки, как adjustment of status, всегда стоит оформлять с полноценным юридическим представительством. Какие сложности, какие подводные камни, может быть, ошибки или проблемы встречаются при оформлении, подаче, получении и вообще смены статуса? Ну вот, как я уже сказала, основная ошибка – это подача не того и не туда. Да, и вот я обещала сказать о сборах и не сказала. Государственная служба иммиграционная берет $1440 за рассмотрение заявки на adjustment of status со взрослого. Если ребенок подается с родителями, то тогда до 14 лет заявитель считается ребенком, и тогда сбор составляет $950. Основные ошибки мелкие связаны с тем, что человек, возможно, неправильно как-то заполняет документы, отмечает не тот квадратик. В этом случае, возможно, формы ему вернутся. И здесь основная проблема состоит в том, что если вы что-то не то отметили и формы вам возвращаются, они не возвращаются вам на следующий день. Они возвращаются где-то месяца через 2. И за это время, если, например, закончился уже ваш визовый статус или закончилось окно возможностей для подачи на adjustment of status, то уже может быть поздно документы переподавать, и тогда придется выезжать и все-таки проходить консульский процесс оформления документов. Значит, поэтому это вот мелкая такая вещь, которая может случиться. А как я уже упоминала, крупная неприятность может состоять в том, что если в вашем процессе были какие-то красные флаги, которых вы не заметили или которых не знали, и вам не просто отказывают, а передают ваше дело в иммиграционный суд, тогда иммиграционный судья может иметь право пересмотреть вашу заявку на adjustment of status по новой, но для этого уже, скорее всего, вам придется нанимать адвоката, ходить в иммиграционный суд и, в общем-то, волноваться о том, чтобы суд не пропустить, поскольку если вы по какой-то причине не узнали о том, что суд вам назначен или не поняли этого, в суд не пришли, может быть вынесен приказ о вашей депортации, ваше отсутствие, так называемый in absentia order of removal. Поэтому, опять же, для того, чтобы не создавать каких-то опасных для себя ситуаций, лучше такие документы оформлять профессиональным образом. У меня последний вопрос. Есть ли какие-то изменения в отношении adjustment of status в последнее время в связи с изменившейся политической ситуацией в 2025 году? Да, безусловно. Прежде всего, самые главные изменения касаются того, что при предыдущей президентской администрации иммиграционная служба стремилась минимизировать количество интервью, которые проводятся заявителями на adjustment of status. Очень многие получали свои грин-карты без интервью, без собеседования. Соответственно, эту практику нынешняя администрация стремится изменить. Конечно, нельзя сказать, что абсолютно всех и каждого вызывают на интервью. Нет, это не так. Но определенные категории кейсов, например, опять же, кейсы, связанные с браком, с получением грин-карт через брак, как правило, вызываются на интервью при республиканской администрации, а также большее количество заявителей, которые получают свои грин-карты через работу, также вызываются на интервью. Поэтому если в прошлом можно было надеяться получить грин-карт, не посещая офис иммиграционной службы, то в данном
контексте нужно готовиться к тому, что туда, скорее всего, придется идти, рассказывать офицеру о достоинствах, недостатках своего кейса и представлять свою ситуацию во время интервью. Я думаю, что основные моменты мы обсудили, но если у слушателей есть вопросы, то, безусловно, обращайтесь к нам, с удовольствием предоставим консультацию. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо и до встречи.